Привет! Это базовый iPhone XR. Актуален ли он в середине 2021 года? Сейчас узнаем. Но сначала небольшое вступление. Объяснять, почему этот смартфон сейчас является таким популярным и, пожалуй, лучшим по соотношению характеристики и цены, я не буду. Думаю, вы это и так знаете. Про подробные технические характеристики, тесты игр, камер и прочности корпуса снято уже очень много роликов. iPhone XR в сентябре исполняется 3 года как-никак, поэтому я расскажу лишь то, что, как по мне, нужно знать при покупке. А покупать его или нет, как всегда, решать лишь только вам. Теги для вашего удобства в описании, там же внизу кнопки лайк и подписаться. Меня зовут Арут, вы на канале Just Use, начинаем. Сейчас iPhone XR, как и другие модели, продается в комплектации Slim Box. В коробке из полезного только скрепка и кабель питания с Type-C на Lightning. Будьте к этому готовы, отдельно придется докупить блок питания, да еще и с разъемом Type-C, потому что я сомневаюсь, что у каждого имеется такой дома. Кстати, свой SE2020 я заряжаю блоком от Ugreen, про него я рассказывал в предыдущем обзоре. Он также быстро заряжает 10R, поэтому рекомендую. Ссылка будет в описании. И нет, это не реклама. Внешний вид. В целом 10R здоровяк, он, естественно, больше SE2020, больше 11 Pro, и я даже не представляю, как пользоваться им одной рукой, если он в кейсе. Кстати, оригинальных кейсов на 10R нет, их просто не существует, зато есть прозрачный силиконовый от Apple и куча альтернатив на просторах AliExpress. Ну да ладно, у меня классический черный вариант, хотелось купить коралловый, как по мне самый прикольный цвет, но его, увы, днем с огнем не сыщешь. По тактильным ощущениям безумно приятный, алюминиевые закругленные грани, стекло, расположение кнопок и приятный вес смартфона заставляют как можно дольше не выпускать его из рук. Из особенностей в глаза бросается модуль камеры, он сильно выпирает, даже очень. Посмотрите, как это выглядит по сравнению с тем же SE или 11 Pro. Разъема для наушников, естественно, нет, но зато имеются неплохие стереодинамики и датчик Face ID. Также никуда не делась защита от воды по стандарту IP67, но топить смартфон я, естественно, не рекомендую. Экран. 6,1 дюйма, старый добрый IPS, ставь лайк, если тоже не смог полюбить OLED. Хорошее олеофобное покрытие, по крайней мере в первые полгода. Мелкие царапины появляются быстро, но без них никуда. Довольно толстые рамки, про них сказал практически каждый обзорщик, но лично мне, особенно после SE2020, они никак не мешают. Более того, я про них забыл уже на следующий день. Естественно, челка, которая стала некой отличительной фишкой современных iPhone. Меня она тоже никак не напрягает, и учитывая, сколько датчиков в этом вырезе, хочется лишь выразить респект Apple за проделанную работу. К слову, да, датчики приближения, регулировки яркости, Face ID работают на 10 из 10. Смартфон практически всегда регулирует яркость так, как надо. Датчики приближения тоже срабатывают всегда. Ну и Face ID. Это просто, как по мне, невероятно удобная фича. Тебе не нужно каждый раз пользоваться сканером, вводить пароли и как-то совершать лишние действия для подтверждения личности. Все происходит очень быстро, но в маске без дополнительных настроек или в горизонтальном режиме по-прежнему не работает. Дисплей вас ничем не удивит. Это обычная качественная матрица с хорошим диапазоном регулировки яркости, цветопередачей, и в целом к качеству передаваемой картинки нет никаких претензий. Его разрешение немного выросло по сравнению с iPhone 8, но пиксельная плотность осталась невысокой по современным меркам и неизменной по сравнению с тем же iPhone 7. Это 326 ppi. Как сказал Стив Джобс, больше и не надо. Но несмотря на это, смотреть фильмы, играть, читать — одно удовольствие, ничего более. Причем больше всего получать удовольствие от использования будут те, у кого до этого был смартфон наподобие 7 или 8 айфона, когда на экране больше контента, больше иконок, больше отображаемого маршрута в навигаторе, невольно начинаешь думать: черт,
Как же это удобно. Быстро про зарядку и автономность. 10R живет долго, по-моему, это общеизвестный факт. До позднего вечера смартфон дотягивает спокойно, за автономность беспокоиться вам точно не нужно. Правда, с утра выходишь из дома, не думая о том, что нужно включить режим экономии заряда, где найти розетку, не забыть взять пауэрбэнк, не забыть взять провод и так далее. И знаете, это прям круто. Казалось бы, смартфону уже 3 года, пора бы начать тормозить, лагать и не тянуть некоторые приложения, но нет. Походу, действительно, процессоры Apple давным-давно опередили по своей мощности технические требования любых приложений из App Store. В 10R установлен A12 Bionic, такой же, как и в XS, 3 гигабайта оперативки, HD-экран, и совокупность этих цифр позволяет 10R выполнять любую повседневную задачу без тормозов, лагов и каких-то серьезных зависаний. Поймите, он не идеальный. И даже iPhone 12 Pro Max не идеальный. Да таких телефонов вообще не существует. У каждого из вас будут ситуации, в которых телефон может зависнуть, не отреагировать на набранный текст, например, или тупо перестать работать в какой-нибудь игре. Но с каждой прошивкой, оптимизацией приложений и таким процессором на борту, всякие баги и тормоза просто сводятся к нулю. В целом разницы в скорости работы с тем же 11 Pro или SE второго поколения, а в этих ребятах уже A13 Bionic, нет. Активировав смартфон с резервной копией из iCloud, разницу в скорости работы я вообще не заметил. Все открывается быстро, игрушки запускаются и камера снимает без сильного нагрева. К слову, камера. Давайте поговорим про нее. Основной модуль здесь один, но тем не менее в поле воин тот еще. 12 мегапикселей, старые фишки вроде портрета, слоумо или таймлэпс здесь также имеются. А вот ночной режим, ультраширик или 4К видео на фронталку появились только в 11-м. Но несмотря на это, модуль стреляет качественно. Если вы мобильный фотограф, то рассматривать 10R как инструмент для создания контента можно спокойно. Если же вы обычный пользователь и ваша задача максимум сфотографировать своих детей или, допустим, каршеринг перед арендой, то тут и вовсе качество фотографий будет выше желаемого. Это касается и видео возможностей. 4К 60 FPS без проблем. Оптическая стабилизация, да прям с коробки. В итоге классные ролики, сторисы и видео для TikTok. Милости просим. Что тут еще сказать? Это офигенная камера, с помощью которой можно создавать красивое. И глупо говорить про шумы в ночное время суток или про детализацию при увеличении кадра. Камон, ребят, на это всем наплевать. Давайте по чесноку. Достаточно знать, что если вам важна камера, будьте уверены, что она спокойно выполнит 95% ваших задач, что-то снять и выложить в сеть без чувства стыда. Ну и, конечно же, фронтальная камера. Днем все прекрасно, вечером ожидаемо хуже, но в целом претензия разве что одна. Это фокусное расстояние. Чисто фронталка для эгоиста. Чтобы сделать групповое фото, нужно иметь прям очень длинные руки. Или селфи-палку. Идем дальше. Минусы. Вернее, один минус. XR толстый, увесистый, это большой смартфон, а в чехле он и вовсе какой-то упитанный здоровяк. И если честно, он у меня ассоциируется, да и просто складывается ощущение, что это какой-то защищенный смартфон от влаги, грязи и ударов. Но вы понимаете, о чем я? Вот эти вот неубиваемые мобильники для строителей. Какой-то изящностью, тонкостью, легкостью здесь точно не пахнет. Такие габариты подойдут в первую очередь мужикам с огромными руками. Ну не знаю, если вы девушка, то напишите свой номер в директ. Ладно, шучу. Если вы девушка, то лучше присмотритесь к 12 мини или, например, к 11 Pro. Там габариты будут чуть поменьше, потому что 10R для вас будет как второй клатч, наверное. Ну и, конечно же, кому-то это наоборот нравится. И знаете что? А минусов-то больше и нет. Что бы я ни пытался добавить к недостаткам этого смартфона, скорее всего, будет высосано из пальца. Потому что по факту это самый лучший iPhone за свои деньги. Это как Renault Logan с кондиционером. У вас есть все, что нужно. Хорошая автономность, крутая камера,
да, одна, но крутая, мощный процессор и безрамочный экран. А многим из вас большего и не надо. Поэтому итог будет таким. iPhone XR в середине 2021 года более чем актуален. И я уверен, что еще 2 года он будет радовать своих владельцев. И по сути это такая же живая легенда, как и SE первого поколения и семерка в свои времена. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, хотите ли вы сравнение 10R с 11 и, например, с 12 айфоном. Возможно, вы хотите обзор на другие смартфоны. Пишите, не стесняйтесь. Комментарии мы все читаем и, как правило, на все отвечаем. На этом все. Вы были на канале Just Use. Меня зовут Арут. Увидимся. Пока.